Так, ну что, еще какие вопросы? Все ли понятно, тут, что мы тут рассказывали, или еще что-то? Ну, чтобы мы навелись. Опять же, какие у вас свои собственные задачи формулируем для себя, да, то есть создаем модель, мы как бы сейчас рассмотрим какую-нибудь имитационную, сделаем какое-нибудь действие и, может быть, получим какие-нибудь результаты. Можно вопрос тогда, Сергей? Можно вопрос? Сейчас, Сергей, можно вопрос по светлицам конкретно? ну, Алло. да, давайте. Знаете, вот у меня светлица благо, супер. Да. И так получилось, что на две части разошлась. Ну, у меня есть интересующиеся товарищи. Я ее склеила. Скажите, это не повлияет на качество? Ну, если там вы склеивали по поверхности, где не было структур, то не повлияет. Нет, вот именно так, по краю. Так, по краю аккуратно, осторожно. Ну, нормально, да, все хорошо. Все нормально, да? Совмещение это допускается таким образом. Да. Вот, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Ну, давайте другую Надежду послушаем. Как интересно, да? Надежда. У меня такой вопрос, Сергей Евгеньевич. Вот мы работаем с иммунитетом. А что такое вообще иммунитет? Если понимать, что мы работаем с ним. Вы сейчас много говорили вот ну, как бы, о окружающей, да, действительности, настроении там в человеке, о настрое. Вот. А как можно его повысить? И вообще, вот что это такое иммунитет? Это же не, ну, то есть какая-то защита и в то же время восстановительная, да, процедура для организма, вот системы. А как тогда это действует и что тогда получается? С чем мы вообще работаем, вот когда мы говорим об иммунитете? О чистоте входящей и выходящей информации, о фильтре. Что это такое? Вот в этой структуре что это такое, что оно позволяет нам его повысить? То есть Что мы повышаем? Ну, вот какой-то, вот у меня такой вопрос, более, может, глубокий. Мы говорим, что иммунная система – это некая система в организме, да, которая выполняет определенные функции. То есть это не отдельная какая-то частичка, там лейкоциты, там моноциты, еще что-нибудь там, как бы там много всяких, там Т-киллеры, еще какие-то там, кого только нету в этой системе, да, то есть, потому что в первую очередь это информационная система, то есть которая распознает, что в организме что-то не так, да, то есть и пытается это исправить. То есть если не удается исправить, тогда уничтожается там клетка, вирус или еще что-то. То есть как бы вот есть такое явление апоптоз, то есть это когда уничтожаются клетки собственного организма, которые видно, что они уже не поддаются восстановлению, то есть они уже слишком поломанные. Да, то есть, и вот, например, есть такие животные, называются землекопы, да, то есть, когда их стали исследовать, оказалось, что они раком не болеют. То есть это получается, восстанавливается вот этот расшифровщик сигнала какого-то, да? То есть это в первую очередь для восстановления самой системы, то есть как некой структуры, которая имеет определенные характеристики. То есть если говорить, что мы сами как некая структура сюда спроецированы в это тело, тогда вот эта иммунная система, она тоже является некой проекцией, да, то есть чего-то более многомерного мы говорим, то есть как некой структуры из мира структур, но которая является не единичной какой-то вот структурой, это как бы конгломерат определенных структур, которые как бы выполняют определенные функции, они взаимосогласованы. Поэтому там как бы нарушения могут быть в разной части, может быть в режиме согласования, то есть они части почему-то не согласуются друг с другом, и они начинают там по-разному себя вести. То есть у нас в организме, если происходит как бы вот сбой какой-то часто, из-за чего происходит, системы перестают друг друга понимать. То есть у нас же в организме все время обмен идет между клетками, между органами, между системами, все время идет разговор.
причем световой, на уровне светов клетки обмениваются светом. Светится все. Да, то есть мы не только вот пальчики у нас светятся, то есть светится каждая клеточка. И вот на уровне этих светов идет согласование всех этих систем. Иммунная система, она тоже согласует, она собирает информацию со всего организма и пытается вот восстанавливать вот это взаимодействие между этими системами. Вот у этих землекопов, например, иммунные клетки, они эффективно вот этот включают механизм апоптоза, они то есть начинают, те, которые неправильные клетки, они их уничтожают гораздо раньше, не дают им размножаться. У нас тоже эта система работает, но она почему-то гораздо хуже работает, чем, допустим, у этих животных крохотных, там, допустим, там слепыш тоже есть такой зверек, да, то есть как бы маленький, типа мышки, то есть живет на самом деле чуть ли не в 10 раз дольше, чем обычные мышки. Стали когда исследовать, тоже раком не болеет. Почему? А иммунная система так устроена, что она обеспечивает вот такую работу, да, то есть что она восстанавливает более эффективно организм, чем это делает, например, мыши. То есть геном как-то потихоньку почему-то другому работает. Стали смотреть, оказывается, те же слепыши, они как бы все время, землекопы, они как бы все время остаются как бы в неком молодом возрасте. То есть мы знаем, что когда организм молодой, развивается, то есть они как бы, ну, режимы старения не включаются. Поэтому вот одна из задач – это вот, как бы, вот включение этих режимов омоложения, когда мы начинаем возвращаться во времени куда-то вот в какие-то состояния, но не по памяти, не вспоминая, что вот у нас как там было хорошо раньше, а сейчас как у нас там все плохо стало. А наоборот, вот эти структуры временные, которые мы могли бы применить где? В будущем. То есть не там, где сейчас мы находимся, а мы как бы опять нацелены в будущее, мы говорим, а в будущем все равно все будет лучше. То есть рак – это что? Это если система пятится назад. Да? То есть система начинает пятиться назад, она пытается вернуться вот куда-то в те какие-то прошлые, а в настоящем она от настоящего начинает отрываться, тем более от будущего. И получается, что сзади лучше, а впереди хуже. И, естественно, если там хуже, ну что там делает? Ну, помирать пора, значит. Вот возникла такая болезнь. Поэтому иммунная система – это, в первую очередь, возможность эффективно настроить все системы организма таким образом, чтобы они выполняли функции, те, которые надо, и не только сейчас, а только под то, что нас ожидает. Опять же, восстановление целостной системы, но вот общей системы, которой мы являемся. Потому что мы связаны, мы не только тельце, опять же, и душа, и разум. Да? То есть, как бы, если надо, чтобы и разум вот к этому будущему шел, и тело туда же шло, и душа туда же шла. Что, в общем-то, нам и надо будет сейчас этим и заняться. Сейчас мы попробуем что-нибудь тут такое поделать, да, вместе с вами. То есть, ну, инструменты у нас есть, ну, целитель у нас есть, да, то есть структура, иммунитет, структура есть. Да, то есть есть некие наработки предыдущего времени, то есть у нас с помощью системы Бионет, да, то есть у нас уже какая-то заготовки определенные мы уже наработали в прошлые разы. Вот. Из этой базы мы как бы двинемся дальше. Попробуем что-нибудь соорудить, как некую исцеляющую среду, которая могла бы для нас быть как некое качество нас самих. Ну, как бы вот такой универсальный свет попробовать сформировать внутри самих себя. Ну, может быть, опять же, это сейчас не сразу, то есть, ну, хотя бы какую-то часть, вот какую-то долю в этот путь мы попробуем сегодня внести. За счет чего мы можем это сделать? Ну, для начала мы попробуем, как говорится, начать с себя. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, давайте посмотрим со стороны разных оттенков на себя, на состояние самих себя как некой световой среды. Да, то есть, ну, что мы можем? Ну, такой можно душ световой сделать для себя. Ну, душу отвести. Да, говорят, вот душу отвел и сразу полегчало. Поэтому мы будем свою душу подсвечивать. И тело в том числе. То есть попробуем себя представить, опять же, да, то есть, что мы вот как некий световой объект, ну, какой-то вот там световой шарик. Ну, и можем его вот себе как бы сделать, вот как бы, как мы это делаем, берем обычно, вот берем и начинаем лепить световой шарик
из вот как бы того света, который у нас есть. Вот ручки светятся, и мы начинаем эту энергию уплотнять, 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 уплотнили. Вот. И теперь мы как бы вот имеем вот шарик. Светится, сияет. Получили. Да, то есть как бы подержали его. Теперь у нас есть вот этот целитель, да, который мы используем. Давайте мы этот шарик как бы введем в себя. Ну, как бы возьмем и вот как бы его на себя так нахлобучим. И потихонечку в себя впускаем. И вот у нас он теперь спускается, спускается, и где-то вот внутри нас, ну где? Ну, давайте вот на уровне груди. Он у нас, мы его остановили, и вот у нас он теперь есть. Теперь мы начинаем в себя впускать свет. Какой-то вот цвет, который нам... Давайте посмотрим, пойдем по разным цветам. Давайте красный свет в себя впустим. Да? То есть как будто есть световой душ Шарко, но световой. И вот он светится, и на нас льется вот этот красный свет, и нас просвечивает. Да? То есть мы смотрим, как он у нас проходит сквозь нас, где он идет, и как он взаимодействует с нами, вот с головой, проходит. Все ли там как бы он так течет, как бы все ли там он такой как бы красненький, ровненький, гладенький и протекает спокойно, спокойно, просвечивает нас. Мы как бы себя просветили. Вот мы занимаемся самопросвещением красным цветом. Это вот световая энергия определенного спектра, настроенная на определенные характеристики частот. Посмотрим, как вот до шарика мы дошли. Как шарик этот вот световой с ним взаимодействует. С ним легко свет сквозь него проходит, не задерживается нигде. Или там где-то он застревает, где-то, видимо, какие-то там неоднородности есть. Да? То есть мы пытаемся его прочистить, продавить, прогладить, да? Как бы просветить так, чтобы свет начал без застревания проходить. И дальше как бы опускаем его ниже, да, проходит он через другие наши системы, через органы и через ту же иммунную систему, она на всем организме. И мы ее как бы вот эту нашу всю систему начинаем этим светом прокачивать. Ведь у нас на самом деле красный свет, вся кровь у нас вся красненькая, да, то есть поэтому это вот некое откровение, которое мы через себя пропускаем, как световой поток, и тем самым свою иммунную систему начинаем вычищать. И иммунную систему в том числе. Мы провели, да. Если где-то чувствуем, что он застревает, мы тогда там начинаем, цвет меняет вдруг в какой-то области, уже не красный проходит, а какой-то другой. Усиливаем этот поток в этой органе. Усилили, как бы, и наблюдаем, как проходит он дальше. Проходит, просветили. Прошло. Сквозь ноги, прошло, и сквозь пятки, и через большие пальцы ног поток этот вышел. Все. Дальше у нас этого потока нету. Больше красного цвета. У нас он весь прошел, и как некая жидкость такая вытекла вся. Прочистила. Теперь берем следующий, да, оранжевый. Берем оранжевый цвет, начинаем впускать в себя вот и тоже вот как будто на нас душ оранжевый такой, оранжевое небо, оранжевая мама, оранжевый верблюд. И все это такой вот чистый оранжевый свет как в нас входит и также потоком начинает нас очищать. Вычищает, удаляет там какие-то, восстанавливает какие-то системы на уровне вот уже этой оранжевой энергии. Смотрим, когда шарик дошел, как шарик этот просвечивается. Он тоже легко просвечивается. Если есть где-то там вкрапления какие-то не те, то есть свет этот застревать начинает, мы там усиливаем этот поток локально, как бы вот своими руками, как бы из пальцев у нас тоже этот свет идет, и мы как бы начинаем усиливать, добавлять, убирать, вычищать и удаляем этот вот искажения, которые в нас, может быть, где-то накопились, где-то там когда-то что-то зацепилось, нехорошая мысль какая-то, может, где-то зацепилась и где-то там болтается в теле до сих пор. И мы ее вот так удаляем. Да? То есть как бы каждая клеточка, каждая молекула ДНК просвечивается этим светом. И вот это просвещение, наше общее озарение, осветляемся, короче.
И пропускаем дальше через систему. Все проходят, проходят. Иммунная система тоже становится тоже теперь и оранжевой. Опять проходит у нас через ноги. Вниз, 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 вниз. Этот весь поток, как весь этот душ прошел. И через большие пальцы вышел. Ног прошел. Все. Этот свет у нас. Теперь берем следующее, да, то есть желтый. Солнечный круг, небо вокруг, солнышко. Вот солнышко на нас светит. И мы начинаем просвечивать себя желтыми лучами. Желтые лучи через нас идут, световой желтый такой поток, как некая жидкость, доходит до нашего вот этого шарика светового, который как бы консистенция нас самих, да, то есть как бы мы его световым этим потоком тоже вычищаем, убираем, добавляем нужный импульс световой туда, куда нам надо. Пошли дальше, вниз, идем, 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 доходим. Ну, где-то, может быть, надо добавить, как бы погладить себя, не обязательно чисто светом, да, вот какую-то систему мы как бы ее, как массаж такой, да, делаем, добавляем, мы говорим, вот этот свет, он тут более интенсивно проходит, мы его отправили туда, куда нам надо, добавили, все, вышел, и через ноги вышел из нас этот желтый свет, все, прошел, прочистили. Зеленый. Зелененький такой. Сидел в траве кузнечик. Зелененький он был. И вот зеленый свет, свет наших растений, наших мира, от которого мы полностью зависим, он нас ведет. Причем этот свет зеленый, он хоть относится к растениям, но только потому, что растения его отражают. Да, то есть этот зеленый свет, отраженный от мира растений, в нас входит. Это свет нашей души, и он просвечивает нам и душу, и тело, и разум, и мы начинаем как бы согласовывать себя вот с этим миром живым и просветляться уже изумрудниками такими становимся, ходячий изумруд. Чистый изумруд. Чистый-пречистый. И становимся чистыми-пречистыми девами, и не только девами, но и прошли. Да, то есть берем следующий. Голубой. Свет неба, воздуха, да, то есть как бы вот чистота чистого воздуха, чистый свет этого нашего вот первичного океана, который у нас есть, потому что мы в основном азот у нас такая штука есть в организме, а атмосфера наша, она вся из азота состоит, вот мы этот чистый воздух через себя пропускаем. Голубизна такая, как бы ее вот эту голубую чистую энергию пропускаем и ощущаем, как она нас наполняет вот этой вот свежестью и чистотой. И все азотистые основания во всем нашем организме, и аминокислоты, амина, это от азота происходит, да, то есть как бы там основной элемент азот, который у нас есть в ДНК и во всех клетках. Вот эти все азотистые основания, все они вычищаются, и азот у нас становится не безжизненным, а становится основой жизни. Это французы его так назвали. А аз – первая буква алфавита, да, то есть как бы вот мы как бы аз с этим звуком аз пропустили через себя вот этот вот азот. Воздух чистоты. А теперь берем синий цвет, да. Синий. Жил-был старик со старухой у самого синего моря. Море, да, то есть как бы вот голубой свет, как синий, вернее, свет, как такая уже яркая синь,
Это уже не голубизна, это синий, насыщенный такой. Он входит в нас. Ну, может быть, да, можно совместить со стихией воды. И как такая вода, синяя вода, она нас очищает, очищает, очищает. То есть вот такой душ, это душевная наша энергия становится синей. Ощутили, пропустили сквозь себя, добавили, погладили, приласкали, ощутили. Вот вышел из нас синий. И теперь фиолетовый. Берем фиолетовый цвет и начинаем с ним работать. Да? То есть это наша связь с космосом. Космос в нас входит, и космос нас начинает очищать. Все цивилизации в мире, они как бы на нас сейчас работают, создавая нам вот эту очищающую среду, которую мы ощущаем, как вот этот фиолетовый цвет, фиолетовое пламя нас очищает и убирает из нас то, что нам не надо. А то, что надо, оно к нас входит с этими потоками, да, то есть оно нас дополняет, заполняет, и где-то, если есть какие-то пустоты там во времени и так далее, то вот эти все цвета, которые мы себя пропускали, они начинают там соединяться, начинается синтез, начинается объединение цветов, какие-то другие конгломераты, и они начинают нас заполнять наше тело вот этими вот нужными всякими элементами. Ну, как бы вот из разных цветов мы попробовали синтезировать в нас самих что, чего нам не хватает. Что-то наладили. И вот это что-то, теперь оно с нами. У каждого свое. У каждого свой, какая-то картинка световая получилась, у каждого свое, как некий пазл, который теперь объединяет нас всех, потому что мы как бы вот в этой процедуре смогли сонастроиться. Ну вот настроились, да, теперь вот берем вот этот универсальный свет, который у нас теперь в нас находится, да, то есть с которыми мы связаны, мы его как бы через себя, ну, представим, что вот теперь где-то он объединился, и есть такой поток сверху вниз нас вот этого универсального света, и снизу, то есть есть из космоса, есть из Земли. Два потока сходятся в нас самих. Теперь давайте мы эти потоки, в них попробуем подвигаться. То есть такая процедура вот в индуизме, называется пракшалана. Ну, может быть, кто слышал. Мы сейчас такую световую пракшалану будем делать. В чем заключается процедура пракшалана? Берется вода, 3-литровый баллон, ну, можно и больше, кто как, и пьется, выпивается стакан воды. Потом делается определенное движение. Сделали определенное движение, эта вода куда-то пошла. Ну, там, для кишечника, вообще-то говоря, для нашего сделана эта процедура. То есть важно, чтобы у нас есть там всякие клапаны в кишечнике, которые воду так просто не пропускают, да, то есть она там где-то должна выстояться. Но если сделать определенное движение, клапан открывается, а вода проходит дальше. Да? Берется следующий стакан, делается опять определенное движение, еще следующий стакан. И так делается до тех пор, пока из вас начинает вытекать чистая вода. Вот как если чистая вода пошла насквозь, вот, пракшалана получилась. Но сейчас мы будем делать световую пракшалану. Мы же не будем делать как бы так, чтобы нас... Мы же сидим все-таки не в той зоне, где бы из нас все сразу начало вытекать. Вот, поэтому мы делаем световую пракшалану. Вот есть поток световой. Мы как бы в него входим, но нам надо, чтобы этот поток туда, куда надо, вошел. То есть он как бы в нас проходит, а у нас там где-то, мы же говорим, мы же такая штука многомерная, да, то есть у нас есть неопределенность в нашем геноме. То есть откуда у нас, куда он должен войти, да, то есть в какую кадону он должен попасть, этот свет, чтобы он там включился, да, то есть если эти кадоны наложены как бы один на один, как вот такая процедура, он входит, а в каком надо остаться, да, значит, надо что нам, кадончик этот как-то развернуть, чтобы этот свет вошел туда, куда надо, да, то есть как бы, а как он развернется, значит, нам надо подвигаться в этом световом потоке, то есть чтобы этот световой поток мы могли ощутить, как бы, чтобы он вошел, сделал свое дело, дальше пошел, дальше пошел. Поэтому мы как бы себя подставляем под этот световой поток, с одной стороны, да, а с другой стороны мы из этого светового потока вяжем некую ткань, да, то есть как бы как некую субстанцию определенную.
как некую временную структуру, которая для нас, не только для нас, а для всех, которые здесь участников есть, начинает решать нам вот эти вот задачи. Да? То есть мы как бы вот эту световую среду начинаем формировать. То есть мы начинаем, цепляясь вот этими световыми потоками, со своими собственными, да, с этим световым потоком, который как ниточка, которая проходит, и начинаем вязать вот эту вот ткань времени для вот этой вот структуры. Сейчас я музыку включу, и мы сейчас это начнем делать. Так, давайте сделаем паузу. Попьем водички. Ну, вот немножко как бы почистились вот этим светом, да, то есть как бы, ну а теперь давайте попробуем еще как бы дальше шагнуть, как бы в плане каком. Что мы можем добавить в этот свет как бы своего, как то, что нужно этому миру. Да, то есть вот мир же, он же, если мы сюда пришли, то есть мы как бы не зря сюда, да, то есть есть возможность что-то этому миру сделать хорошего. Да, то есть, ну, вот мы сейчас вот как бы вот некий свет в нас входил, мы его как бы к себе притянули и вот им как бы вот себя почистили, да, теперь, ну, вот теперь мы такие чистенькие все, такие вдохновленные. Теперь попробуем, может быть, на базе вот этого вот света сделать некий синтез, да, то есть как бы вот создать какую-то композицию, да, которую вот световременную, из световременных потоков, которая бы могла всех соединить в одну общую, и не только всех, как бы нас вот здесь, которые присутствуют здесь, да, то есть, но как бы есть другие люди, у которых тоже есть световые потоки, они тоже могут как бы к нам, мы их тоже можем использовать как некие качества по сети, хотя бы даже вот в Бионете, у нас уже почти 600 человек народу, да, то есть они же все через систему Бионет с нами связаны, да, то есть, но есть еще более общие сети, с которыми, через которые мы тоже связаны с другими людьми, другими цивилизациями, они же тоже существуют, как бы у них тоже есть какие-то определенные наработки, они что-то уже создали определенные качества. Может быть, мы их тоже сможем использовать, да, то есть как бы представим, что вот как вот сказала Надежда, что мы вот в такой сети, от нас множество лучиков идет, но они не только от нас идут, они и к нам идут, да, то есть и мы как бы вот из этих лучиков, да, сейчас мы будем попробовать из них делать, сплетать световое ДНК, которое нужно всему живому в этой вселенной, а может и не только в этой, да, допустим. Поэтому мы сейчас попробуем не только как бы вот воспринимать что-то через свое ДНК, но и операторно попробуем его сформировать, какие-то добавить некие элементы, которые, может быть, пригодятся не только в нашей жизни, но и вот за ее пределами. Есть вопросы? Что делаем? Что делаем? Ну как, опять подвигаемся. Здесь опять же, здесь мы, вроде бы мы, кажется, делаем одно и то же. Что, двигаемся, да, двигаемся вот в неких световых потоках. Но в силу того, что мы модельные представления разные имеем, да, то есть мы как бы разные задачи решаем, разных уровней. То есть и мы в состоянии, опять же, мы же не просто танцуем, да, то есть это же не танец, это фактически экспертная работа с одной стороны, да, с другой стороны операторная. Вы уже здесь, как и эксперты и операторы, пытаетесь создать из своего света вот что-то новое. Да? Слушаете, то есть тело ваше уже является уже инструментом, а не просто как бы двигаетесь как бы как система отображения. Да? То есть вы одновременно и инструмент как система отображения, одновременно операторы как творцы. То есть вы из света создаете новую световую материю, скажем так. Да? То есть как бы вот давайте вот эту материю сделаем как некий такой процесс материализации. Матерь и я. Вот, да? Ну, давайте мы тогда сейчас другую музыку заведем. И опять же внимательно слушаем, да, что, и пытаемся понять, то есть здесь что нового вот мы привносим в это движение, то есть мы не зацикливаемся в нем, да, то есть не повторяем одно и то же движение, да, то есть мы слушаем, где мы что-то такое можем туда привнести, добавить такого, что мы еще никогда не делали, вот такого движения, вот чуть-чуть я вот чувствую, что да, вот так я еще никогда не двигался, а вот так, а попробую еще вот так, то есть как бы вы начинаете композицировать. То есть ваше тело, это вы как композиторы сейчас, да, световые композиторы такие. Вы рисуете этим светом, создаете новые миры, создаете новые вселенные. Там, и из этого как бы считается, что
Ну, просто фантазия такая. Ну, пофантазируем сейчас, но только вот через движение. То есть вы пытаетесь одухотворить своим духом как бы, вот свой собственный свет и дальше его распространить, вот, увязать его со всеми, кто у нас здесь есть, и отправить его вот во весь мир. Поэтому это не танцы, это синтез, световой синтез, как возможность себя проявить. Так, ну что, давайте расскажем что-нибудь, поделимся. Кто что видел, кто что слышал. Вот просто я прошу, кто вот рассказывает, вы не думайте, что вы только рассказали и все. У меня просьба попробовать написать об этих вот своих впечатлениях у нас в чате. В чатах там есть в WhatsApp, в Телеграме, потому что у нас все-таки присутствует тут маленькая часть только те, кто у нас в Бионете, да, то есть людям может тоже интересно об этом узнать. Если вы напишите, вы как бы вот те процессы, в которых вы участвовали, вы как бы активируете, усиливаете, да, то есть и у себя, и вокруг, и тем самым мы вовлекаем еще. И он же не останавливается. Вот мы думаете, вот закончили двигаться, процесс уже раз и остановился, процесс-то мы включили, и он теперь дальше уже начинает развиваться более эффективно. А ваша обратная связь с тем, что вы говорите, да, свои впечатления описываете, это помощь в этом процессу, чтобы он еще эффективнее шел дальше. И все больше и больше у нас людей об этом узнавало и могли тоже вот присутствовать на вебинаре. На других вебинарах, где бы мы могли еще более эффективно вот какие-то совместные отрабатывать вещи. Создание вот этих вот исцелительской среды и формирование времени удачи, времени успеха, времени чудес и так далее. Люба написала, образовалась в новом качестве генетика мысли рождения света. Светогенетическая формация нового света в ДНК. Ну хорошо, значит, чего-то там образовалось. Значит, образование у нас прошло. Мы теперь образованные. Самообразованные, да, то есть как бы вот мы тут самообразованием занимались с точки зрения самоисцеления. Ну и вот какие-то самоисцеляющие признаки у нас начинают появляться. Поэтому если вот какие-то еще будут наблюдения там за своими состояниями, что будет меняться в результате наших вебинаров, вот водичку, если кто-то ставил, можно ее попить, этой воды целебной для себя, запустить еще эту вот структуру, которую мы тут сейчас работали, которая накопилась в этой воде за компанию. Можно ее отложить, в эту воду, потом туда добавлять чистую, она будет структурироваться, да, то есть как бы не всю сразу выпить, а часть оставить и туда добавлять неструктурированную и растянуть ее там на недельку. Но в том-то дело, чтобы оно не растерялось, его надо как бы поддерживать своими действиями, своими ощущениями, своими наблюдениями и как бы вот вносить вклад в общее дело, в то, что мы можем каким образом себя как бы проявить вот в наших общих отношениях. То есть и в написании информации, там, и во вкладе в новые изделия, которые у нас появляются в новые структуры, потому что это светличные структуры, это как бы вот инструментарий, который вы можете сами использовать для самих себя. Да? То есть у нас вот появляются новые структуры, поэтому давайте их Сергей, у меня вопрос. Да, давайте. А можно не трансляцию, можно ее на файл, вот этот иммунитет, ну, на картинку? Можно на картинку, да. Мгм. Можно так, можно так. Как удобно, как кому лучше, так и делать. А описания пока нет, да, описания? Но описание вот то, что мы до этого как такового отдельного нету, но мы говорим про нормализацию иммунной системы, да? Становление структуры иммунной системы для того, чтобы она была более эффективна с одной стороны, с другой стороны работала уже на то будущее, к которому мы стремительно идем, чтобы оно там уже было все исправлено к тому времени, как мы туда придем. Спасибо. Сергей Единович, я хотела вас спросить,
А вот это, ну, вы говорите про сосуды там и сердце, это структура или там вот файл, или как там вот вы говорили, как можно подключить? Ну, можно через трансляцию на себя, можно скачать Мгм. файлы и использовать их. То есть нужно Мгм. еще как бы иметь структуру целитель, потому что она у нас, говорю, как базовая, да, то есть как бы она, а модули вот эти вот сосуды э, сердца, и это как бы как дополнение к этой структуре, да, то есть как, ну, как вот мы хотим, то есть вот как бы мы сделали какую-то композицию целостную, да, то есть как бы, но нам видим, что вот здесь вот надо добавить. Ну, и тогда мы вот берем как бы дополнительный модуль какой-то и добавляем еще к структуре целитель этот модуль. А вот этот антивирус, он там, он включает же структуру целитель, он, если есть он уже, он, или нужно дополнительно включать вот целитель? Сейчас у нас целитель, который как-то выставлена структура, это уже новая структура, которую мы, ну, как бы вот это Мгм. Selenium, которую мы уже Понятно. запустили, но которая вот у нас идет пока в виде трансляции. Большое спасибо всем участникам. Рад встрече нашей. Ну, как мы сегодня тут долго-то, уже 2,5 часа сидим. Да, незаметно. Большое спасибо. Ку-ку. Бай-бай.